Привет, дорогие друзья-путешественники! Благодарю за ваше внимание. Движемся дальше. И вот вы на долгожданном отдыхе. Вокруг множество развлечений, интересных экскурсий, уникальных мест, которые вы хотели посетить. Русскоговорящим экскурсоводом вы, конечно, будете чувствовать себя комфортно. Но массовый туризм уходит в прошлое. Люди теперь сами в состоянии организовать свое путешествие без ненужных посредников. Давайте научимся не зависеть от каких-то организаторов. Как вы знаете, коммуникация везде происходит на английском. Материал этого урока поможет усвоить необходимую лексику, а мой личный опыт, которым я охотно делюсь здесь с вами, придаст вам больше уверенности. В этом уроке вы узнаете, как коммуницировать, выбирая вид отдыха, чем можно заняться на курорте, городе или на кемпинге, и где лучше это сделать. Без навыков общения в этой ситуации не обойтись, поэтому из основного материала урока вы узнаете много полезных фраз для общения с людьми, предоставляющими определенные услуги, а также как уточнить, куда обратиться за помощью. Одним из излюбленных вариантов отдыха для туристов можно считать отдых на курорте, где все включено или частично включено. Быт и питание организованы, поэтому свободное время можно посвятить пляжному отдыху или отправиться исследовать местность, где стоит использовать возможность прокачать ваши разговорные навыки на английском. Из отеля, как правило, можно отправиться на различные экскурсии и в незабываемые поездки. О любой информации относительно экскурсий можно узнать на ресепшене. Агентства стремятся кооперировать с отелями, чтобы иметь постоянный приток клиентов, поэтому вы определенно сможете выбрать наиболее подходящий вам сервис. В этом уроке вы найдете всю необходимую для этого информацию. Прослушивайте и изучайте подобранный мною материал. Я вас все же призываю избегать обыденности и массовости. Каждый из нас уже все это так или иначе попробовал. Делюсь с вами практическим лайфхаком, как можно незадорого побывать в удивительных местах, недоступных обычному туристу, отобедать в местной семье и посмотреть все самое важное и интересное индивидуально, за небольшие деньги и уложиться при этом в несколько дней. Мы так объездили всю Кубу. Я просто деликатно сумела разговорить ресепшениста, и мне подсказали частника, который показал нам все кубинские красоты. Это было уникально, незабываемо и совсем за небольшие деньги, которые мы заплатили нашему сопровождающему напрямую. Так что частные лица тоже могут сотрудничать с отелями. Главное, будьте активны и не стесняйтесь спрашивать. Кто, как не вы сами, сможет создать себе классное времяпрепровождение. Будьте, тем не менее, бдительны. Если вы путешествуете с детьми, я бы все же воспользовалась проверенными агентствами. Но вот вам еще одна опция. Можно найти семью, людей, которые живут в определенном месте уже много лет и предлагают свои услуги частного сопровождения. Мы, как семья, проживающая в Шотландии уже много лет, сами пришли к этому и организуем камерные индивидуальные поездки. Это недешево, но стоит себе позволить подобное путешествие хоть однажды. Яркие, сильные впечатления, безопасность, клиентоориентированность, возможность буквально окунуться во внутреннюю жизнь страны и при этом попрактиковать свои разговорные навыки стоит того, чтобы позволить себе сделать подобный подарок хоть однажды. Если вы хотите побывать в сказочной Шотландии, мы поможем вам организовать необычные путешествия. Все интересующие вас вопросы направляйте на почту info@bonascotland.com. Если вы решаете отдыхать в городе, то это отдельная тема. Вы можете выбрать себе любое развлечение, от музея до кинотеатра, или просто погулять по улицам. Часто в таких случаях нужно спросить дорогу или уточнить нюансы у местных жителей. Посещение музеев, галерей и тематических мест подходит тем, кто любит интеллектуальные впечатления и не устает от постоянного движения и пребывания в людных местах. С точки зрения проработки ваших разговорных навыков на английском, это тоже хороший способ проверить себя в разных ситуациях. Подбор тематических фраз и ситуационные диалоги урока вам в помощь. Я, в свою очередь, выделю несколько моментов, опять же, из своего опыта. Первое. Заранее определите места, которые вам хотелось бы посетить. Пользуйтесь замечательным сайтом для путешественников tripadvisor.com. Спланируйте свой маршрут географически так, чтобы вы могли посетить интересные достопримечательности, расположенные близко друг к другу. Как правило, все они сосредоточены в центре. В сердце города также удобнее снять жилье. Вы будете экономить на транспорте. Второе. Не забывайте о том, как вы будете добираться до мест, которые намерены посетить. Даже общественный транспорт может быть дорогим, особенно если вы путешествуете с семьей. В Британии, например, публичный транспорт просто стоит заоблачных денег.
Помните о транспортных расходах при планировании ваших маршрутов. Третье. Проверяйте стоимость билетов тоже заблаговременно. В каких-то странах вход, например, в государственные музеи и галереи может быть свободным. Free entrance. Но, как правило, посещение все-таки платное. Цены проверяйте на сайтах. Имейте в виду, что по будням вход может быть бесплатным или стоить значительно дешевле, чем в праздничные и выходные дни. Традиционные популярные туристические места всегда дорогие. Это коммерческие проекты. Помните об этом и делайте правильный выбор. Сейчас также весьма популярен кемпинговый отдых и пеший туризм. Тут таится множество тонкостей. Такой отдых не зря называют диким, и подходит он не всем. Причины могут быть разные, от физической подготовки до маленького ребенка. Чтобы путешествие по диким местам принесло вам максимум удовольствия и вы не попали в неприятные ситуации, я собрала для вас набор ходовых фраз и наиболее употребительную лексику. Не игнорируйте ситуативные диалоги, которые тоже имеются в уроке. Я лично не очень жалую отдых с палатками. Уж больно он экстремален. Конечно, есть и те, кому такие путешествия очень нравятся. Безусловно, они бюджетны и подходят молодым авантюристам. Для вашей же безопасности не стоит совсем рисковать и отправляться на исследование новых мест за рубежом без должного владения английским. Менее рисковым, но тоже полным приключений может быть караванный отдых, то есть путешествие на колесах. Вы можете арендовать караван и перемещаться по городам и странам. В Европе очень любят так проводить время семьями. Вы ни от кого не зависите, выбираете наиболее подходящие вам маршруты и при этом экономно отдыхаете. Но для свободного передвижения по странам помните о визах. Если у вас шенгенская виза, вы можете объездить всю Европу, не заботьтесь о визах. А вот в Великобританию нужно оформлять британскую визу отдельно. Если вы решитесь на караванное путешествие, рекомендую заранее очень тщательно к нему подготовиться. Поскольку в Европе это распространенный вид отдыха, существует немало организованных караванных кемпингов, где можно провести некоторое время, остановиться, припарковаться. Не забывайте про сезонность. Место даже на таких территориях нужно бронировать заранее. Сейчас все можно оформить и оплатить через интернет. Главное подыскать надежные и проверенные сервисы. Who seeks will always find. Кто ищет, тот найдет. Вот вам еще одна прекрасная опция поупражняться в английском. Англоязычные версии сайтов всегда имеются. Ищите, переписывайтесь, находите единомышленников, более опытных туристов, кто любит кемпинговый, караванный отдых и готов поделиться с вами информацией. Удачи! Надеюсь, материал урока будет вам полезен. Ключевую информацию по теме вы найдете в папке «Основной материал». В этой папке находятся подпапки «Лексика» и «Шаблоны». Заходите в эти подпапки. В них собраны тематические аудиозаписи, сделанные носителем языка. Каждая запись имеет свой печатный вариант – подкаст. Все печатные и аудиоматериалы даны специально на двух языках – английском и русском. Вам не нужно искать перевод слов, которых вы не знаете. Я сэкономил ваше время. В свою очередь, аудиозаписи вы сможете прослушивать в любое время на ходу, в пути. Это облегчит вам запоминание стандартных разговорных клише. Также я систематизировала всю информацию и выложила ее в определенной логической последовательности для вашего удобства. Рекомендую прослушивать нужный вам материал несколько раз, пока вы автоматически не запомните нужные фразы и выражения, и непременно использовать их на практике. Конечно же, в путешествии или просто в общении с коллегами, а также с друзьями-иностранцами. Второстепенную информацию по теме вы найдете в папке «Дополнительный материал». В ней находится документ с перечнем ресурсов для более глубокого самостоятельного изучения темы. Я им доверяю и рекомендую воспользоваться для расширения полученных знаний. Теперь вы точно сможете без проблем определиться с видом отдыха и отлично коммуницировать с окружающими. Помните, какой бы вариант вы ни выбрали, ваша задача – получить максимум положительных эмоций. Вот мы и подошли к концу 6-го урока. Я всем сердцем надеюсь, что мои знания и опыт пригодятся вам, и теперь вы сможете путешествовать с еще большим удовольствием и драйвом. Но это еще не все. Итак, лайфхак номер 6. Создавайте ассоциации и запоминайте слова в контексте. Доказано, что слова запоминаются быстрее и основательнее, если их запоминать в контексте. Также рекомендую выстраивать ассоциации. Но не всякий контекст и не всякая ассоциация будет действительно полезна. Текст и изображения, которые вы мысленно связываете со словом, должны быть близки именно вам, иначе они забудутся вместе со словом.
Отказывайтесь от навязанных ассоциаций, создавайте свои, собственные. Если контекст, в котором вы встретили слово, скучен для вас, придумайте свой, то есть воссоздайте ситуацию, где бы вы сами применили это слово. Я стараюсь совершенствовать и улучшать свой курс, ориентируясь на комментарии, советы и замечания от моих слушателей. Буду признательна за ваше мнение и отзыв по этому уроку. Все пожелания, вопросы или замечания направляйте, пожалуйста, на почту info@wannascotland.com. Вот и завершен урок. Удачи и не ленитесь. Помните, что английский, точнее некоторое владение им, может круто изменить вашу жизнь. Стоит лишь немного постараться, а усилия не проходят бесследно. Они всегда имеют результат. Тоже проверено на себе. Иначе вы бы не слушали меня сейчас. Мне бы хотелось искренне поблагодарить тех людей, которые помогали мне в реализации этого проекта. Их имена и контакты на слайдах благодарности. Огромное всем спасибо. Встретимся на следующем уроке. С любовью и уважением к вам, Наталья Королева.